Всем добрый вечер. Как видите, у нас полнолуние. Луна круглая. В это время обычно делают ритуалы на деньги, делают ритуалы на красоту, на везение. Хотела вам показать эту страну, но она вряд ли пролезет. Видите, так более четко смотрится. Луна всегда вызывала особые чувства разных культур. Арабы, например, поклонялись богине Луна. И вот этот полумесяц арабский пришел в исламский мир именно оттуда, с древних времен. В первые века принятия ислама запрещено было что-либо изображать. Но потом, как символ этой веры, оставили полумесяц. Месяцу поклонялись африканские племена, и до сих пор поклоняются бушмены. Во время полнолуния они совершают определенные ритуалы. Считается, что в полнолуние зачатый ребенок будет под покровительством богов, или рожденный человек под полнолунием будет богат и удачлив. Одним словом, Луна в разных культурах связывается с разными обрядами, с разными поверьями. Греки называли ее Селеной. У армян богиня Луны Люсин или Люсине. Кстати, есть и имя Люсине, Луна. У древних персов, зороастрийцев, Луна – это Маха. Маха – дочь бога Михр. И вот отсюда, кстати говоря, вот это имя дочери и отца, как знак благополучия, богатства и величия, Михримаха. Это такое излюбленное имя в древние времена. И была такая султанша, если помните, да, дочь султана Сулеймана, Михримаха или Михримах. Маха приносила красоту. Она даровала женщинам особый шарм. Во время полнолуния было принято выносить на улицу меха, одежду, стелить и утром забирать. Считала, что Луна заряжает энергией богатства, энергией благополучия, то есть притягивает, дает особый магнетизм твоему имуществу, чтобы оно умножилось. Поэты связывали Луну с силой любви, тоски. Говорили, что это тоскующий рыцарь, который ищет в небесах в ночной тьме свою возлюбленную. И действительно, если посмотреть на Луну внимательно, там словно черты лица. Мы в детстве говорили, что на Луне заяц нарисован. Это вулканы, это горы. Поскольку Луна очень близко расположена к нам, поэтому так может показаться. Кстати говоря, легенда о том, что Маха – дочь Михра, то есть бога Солнца, не очень далека от истины, потому что Луна получает свой блеск от Солнца. Луна сама по себе не блестит, у нее нет вот этой ауры сверкания. И вот это сверкание, этот цвет Луна получает от Солнца. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам ритуал красоты на полнолуние. Нужно открыть окно, смотреть на Луну. Когда Луна вот только поднимается на горизонт, это примерно во сколько? Вы еще успеете, еще полнолуние, завтра только Луна начнет убывать. Сексуальность повышается, сила усиливается, притягательность усиливается. В природе, вообще в мироздании все создано для того, чтобы помогать нам, чтобы нам приносить добро. Если мы умеем просить, и если мы умеем правильно говорить, скажем так, следуя более древним поверьям и традициям, то у нас все получается. Итак,
Обращение к Луне Маха. Приближу чуть-чуть. Вот так, наверное. О, самолет, видите? Здесь Внуково рядом, Домодедово, и они летают постоянно рядом здесь. Начнем. О Маха, сверкающая Маха, дочь Михра, прекрасная Маха, передай мне свою страсть и красоту, сияние и блеск. Как любуются люди тобою, так любуются мужчины мною. О Маха, сверкающая Маха, дочь Михра, прекрасная Маха, передай мне свою страсть и красоту, сияние и блеск. Читать нужно столько раз, пока у вас голова не закружится. Это не архисильный ритуал, чтобы он срабатывал на очень многие года и месяцы, но это поможет вам. Во-первых, перестанут у вас головные боли, если они связаны с полнолунием, перестанут болеть суставы, если они связаны с полнолунием, перестанут те проблемы со здоровьем, которые обычно связаны с полнолунием и с лунными циклами. И вы будете ощущать прилив энергии и бодрости ровно столько, сколько нужно вам, чтобы переждать следующее полнолуние. Это нужно повторять каждое полнолуние. Это просьба к богине Маха, к дочери солнца Михра, потому что она считалась дарительницей красоты, целительницей своей силой, своей энергией, своим магнетизмом, который, собственно говоря, влияет на Землю очень. Если кто не знает, цунами, волны и прочее, это все создается во время того, когда Луна слишком близко находится к Земле. Вот этот магнетизм поднимает волны из океана. Представляете, какая мощь? Вот я сейчас один раз почитала, и у меня прям холод по голове. Бывает такое. Или в ушах звенит. Читать столько раз, пока вас не зашатает, пока вам, просто как бы немножко так плохо не станет. Потом сядьте куда-нибудь или ложитесь минут 10, и все, и у вас будет более обновленная энергетика. Всем удачи!